Друзья, приветствую вас. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим, что происходит с основными индексами и что с рублем и долларом. Так, ну начнем с индексов. Китай сегодня просел минус 2,3%. Это, конечно, не очень позитивно. Но на то есть причины. Есть на то причины. Это и торговая война, которая разгорается с новыми силами между Китаем и США. И ряд внутренних проблем, который там образовался, в частности ситуация с Гонконгом. Так, ну вот американский индекс сегодня показывает фьючерс на S&P отскок. С утра был провал. Провал этот уже выкуплен, уже торгуемся выше нуля. Дела идут прекрасно. С такими темпами сегодня можем 2960-2965 попробовать потестить. Так, ну вот пошло движение наверх. Здесь пока особо объемов не проходит в этой области. Ну что могу сказать? Вот если мы все-таки добиваем 2953-2960 и здесь закрепляемся, то есть все основания сегодня закончить на позитивной ноте и не корректироваться. Если все-таки отсюда пойдет движение сейчас вниз, то есть не будет пробоя вот этого уровня 2953-2954, то отсюда пойдет провал и возврат вот в этот консолидационный диапазон. В случае, если пробиваем вот этот мега уровень локальный, то посыпемся и цель движения будет вот сюда, вот в этот диапазон. Если сегодня никакого негатива не выйдет по штатам, то вполне как бы ровно должны закрыться, а с учетом того, как там начали развиваться события, такой энергичный рост, вполне как бы можем даже развиться, закрыться вот в этой области, и это будет позитивное завершение недели, что очень хорошо. Так, но по нефти все-таки получается мы до определенных хаев дошли. Судя по динамике, сегодня, наверное, уже позитива не будет. В лучшем случае закрытие вот в этой проторговке в таком диапазоне. Ну даже вот в таком диапазоне, вот отсюда и до вот этого локального хая. Ну, наверное, как бы до начала сегодняшней свечи вот этой дневной. Если никаких потрясений не возникнет, а их, судя по всему, больше не возникнет, Китай торговался, то, скорее всего, вот мы где-то здесь, в этом диапазоне и закроемся, а дальше в начале следующей недели посмотрим, что там будет. По логике вещей, вот здесь мы дошли до определенного уровня, не закрепились на этом уровне, отработав цель. И сейчас полагается либо консолидация в этом диапазоне, либо коррекция. Цель коррекции первая вот это значение, и потом тестирование сильного уровня. Пока больше фактов свидетельствует в пользу того, что разовьется коррекция сначала сюда, потом к сильному уровню. Так, ну вот часовик у нас достаточно боевой, он как раз указывает на то, что вопреки дневке вниз сегодня не пойдем, то есть все-таки будет полномасштабная консолидация, судя по вот этому часовику. Здесь у нас ближайшая цель движения. Вот сюда вот он неукротимо стремиться начал. Ну вот судя по объемам, по движению, которое здесь происходит, вполне как бы вот эта цель, вот этот диапазон, он сегодня достижим. Если сейчас никаких фокусов не будет по штатам, то можем даже позитивно закрыться вот в этом диапазоне сегодня по нефти. Вот. Если все-таки сейчас что-то там начнет не складываться, не срастаться, то тогда, но вот судя по этой формации, здесь для нефти энергии к снижению нету. То есть в случае там какого-то сбоя должны тогда закрыться, получается, вот в этом диапазоне на сегодня. Если как бы вот эта динамика продолжится, никаких там рывков, обвалов не случится, Трамп ничего не выкинет в Твиттере, то вот я вижу цель движения вот сюда. Вот. Такое движение, оно позитивно повлияет на рубль. Вот, но надо понимать, что судя по динамике движения, наверное, все-таки по рублю мы не увидим большего укрепления, кроме как пробитием нефти вот этого значения и уход в диапазон 37-40. Вот. Но что касается нефти, вот ситуация такая. Думаю, вероятно, движение сюда, если сейчас вот не произойдет в ближайшее время, в ближайшие часы пробития этого уровня, то тогда закроемся, скорее всего, вот в этом диапазоне. Если все-таки пойдет пробой вот этого диапазона, то здесь высока вероятность того, что сначала
Первая цель 33, потом следующий уровень, который отмечен волшебной красной линией, алой, как советское знамя. Так, друзья, но на самом деле это не самый ключевой момент на сегодня. Сейчас мы перейдем к сегодняшнему хиту. Но сегодняшний хит доллар-рубль. Но на самом деле ситуация здесь заключается в другом. Ну, во-первых, как бы понятное дело, мы с вами увидели, что, судя по всему, более крепкого движения по рублю, по его упрочнению не будет. То есть вот здесь мы развернулись. Без существенного роста нефти, несмотря там на все там заявки про неистовых экспортеров и компании, которые выплачивают дивиденды, которые бегут вагонами, везут доллары менять на рубли, ничего подобного не происходит. Вот это, судя по всему, демаркационная линия 70,6. Сюда движения мы, вероятно, не дождемся. Почему такая ситуация? Ну, вы сами посмотрите, какая цена на нефть. Вот когда возьмите график доллар-рубль и график нефти и посмотрите, при каких ценах на нефть был подобный курс рубля. Если брать новейшее время, которое исчисляется с 2010, 2011, 2012 года, когда в Российской Федерации началась новая стагнация. Так, вот что меня здесь глобально очень сильно, я даже не знаю, но смущает, я не могу это слово сказать, меня ничего не смущает. Я хотел всего лишь обратить внимание, что меня завалили письмами, смысл которых один единственный: когда будет доллар по 200. Кроме того, смотря, ну там, допустим, какие-то форумы, там, не знаю, там рекламка всякая прилетает, различных материалов, везде эта тема, она муссируется. Когда там доллар по 150, когда по 200. Но почему-то в последнее время чаще всего и пишут, и вот такие сообщения выскакивают, где фигурирует, когда же доллар по 200. Но я сразу могу сказать, что когда начинается какая-то тема муссироваться о том, что что-то сейчас вырастет или что-то сейчас упадет, как правило, это всегда идет загон. То есть, если начинает активно кто-то задавать такие вопросы, вполне возможно, что просто поднимается информационный шум. На начальном этапе сложно сказать, то есть, где, какие силы и куда они будут гнать. Но факт заключается в том, что ситуацию начинают раскачивать. То есть, я не знаю, мне вот, например, доллар по 200, мне в голову такая идея в ближайшее будущее не приходит. Хотя я не исключаю, что такой вариант возможен, но мне кажется, он на текущем этапе это слишком большой перегиб. Если мы перейдем к графику, где указан курс ЦБ РФ доллар-рубль, то мы увидим, что определенные потрясения были тогда, когда возникала необходимость в том, чтобы произвести какие-то кардинальные изменения в экономике. Но вот здесь вот в начале 90-х годов, понятное дело, было крушение той экономической модели, которая существовала, так называемая советская, переход к некой новой экономике. Вот этот вот скачок, который здесь произошел, то есть там, если не ошибаюсь, по-моему, в 30 раз вырос курс. Могу ошибаться, потому что в те времена я еще не занимался валютными спекуляциями. Судя по графику, здесь где-то, наверное, даже в 50 все-таки раз произошло движение. Но здесь как бы кардинально был слом системы. Далее, когда происходил валютный кризис в 98 году, азиатский валютный, азиатский кризис, который у нас перешел в кризис на фоне пирамиды ГКО. Здесь у нас, соответственно, произошел рост там с 6 с копейками до 31 в 5 раз. Но здесь как бы объективно лопнул пузырь, плюс очень сильно, там, по-моему, цены на нефть, они как раз упали в этот момент времени. Экономика достаточно успешно адаптировалась к этому, потому что были советские мощности, которые не использовались, которые пустовали, простаивали. За счет такой вот шквальной девальвации действительно здесь произошло улучшение внутри страны, заработали производство, по крайней мере, те, которые оставались с советского периода, их запустили, и они стали там йогурты производить, там табуреточки, шкафчики и так далее. То есть вот здесь эта девальвация, она действительно во многом имела позитивный эффект, и она привела к тому, что страна встрепенулась, она воспряла. Далее,
Вот где-то с 2003-2004 года пошел рост цен на нефть. Рост цен на нефть привел к тому, что возникла так называемая голландская болезнь, укрепление национальной валюты. Мы видели в июле 2008 года, и потом, соответственно, все это привело к кризису из-за того, что упали цены на нефть. В текущий момент, вот то, что мы видим здесь, у нас и близко не отработано вот то движение, которое связано с ценами на нефть. То есть цены на нефть, они упали в 2 раза, как ни крути, а курс национальной валюты, он не в 2 раза упал. Но его сначала здесь укрепляли за счет притока капитала. Фактически, если так вот трезво подходить к изменению курса, то он получается где-то с 66-67 до 74, ну процентов 20, наверное, не более. Тем не менее, все равно, то есть на текущий момент времени мы падение цены на нефть не отыграли. Данные платежного баланса, которые вышли за март, они не такие плачевные на текущий момент, но там, скорее всего, я думаю, это связано с падением импорта. Падение импорта уже такой тренд, он какое-то время имел место быть. Сейчас, с учетом того, что восстанавливаются цены на нефть, здесь еще существенную роль играет то, что есть определенная подушка безопасности. Однако, на мой взгляд, вот при действующих ценах на нефть, то есть $30 за баррель, и скажем так, вот если соотнести между собой 3 графика, первый график это вот курс ЦБ РФ на данном рисунке, второй график это цены на нефть. По ценам на нефть мы сейчас пришли в диапазон дат, которые простирались до середины 2004 года, то есть вот сюда вот это 2000 год, 2004 год. Ну и график стоимость нефти Brent в рублях, если закладывать долларовую инфляцию, которая была с того момента, когда мы имели цену и уровень добычи, ну приблизительно соответствующий сейчас 2000-2004 году середины, ну долларовая инфляция, предположим, она где-то, наверное, процентов, ну не более там 50-70. То есть итого сейчас стоимость бочки в рублях должна быть где-то 1600-1800 рублей за бочку. То есть вот в этом диапазоне мы должны находиться. То есть сейчас на текущий момент времени, с учетом, с моей точки зрения, инфляции доллара США, которая, несомненно, здесь имела место быть, но даже, может быть, не сколько официальная инфляция, а сколько, если называть инфляция, которая она связана с покупательной способностью. Таким образом, текущая ситуация со стоимостью бочки в рублях, ну, с учетом так называемой долларовой инфляции или покупательной способности доллара, по моим, скажем так, изысканиям, по моей оценке, она должна находиться где-то вот в этом диапазоне. Этот диапазон при текущей стоимости нефти соответствует курсу рубля, но не более чем 90 рублей за доллар. Вот, на мой взгляд, потолок это 90, но 120 рублей. То есть, если какие-то будут потрясения, то я думаю, вот при текущей конструкции, которую мы имеем, социальной конструкции мира, России, вот на текущий момент, если какие-то процессы обрушения, девальвации возникают, то здесь предел движения, он где-то будет до 120, ну может быть 125 рублей за доллар. То есть если движение идет далее, то есть те цифры, которые сейчас армагеддонят, там везде сейчас, вот там, когда будет доллар по 200. Вот если такая ситуация возникает и доллар реально по 200, мы будем с вами жить уже совершенно в другом мире и совершенно в другой реальности. И я сильно подозреваю, что при переходе курса более 110-120 рублей за доллар, там дело уже будет даже не в том, что запретят доллар или не запретят. Может быть, его, скорее всего, даже никто и запрещать не будет. Но другая проблема возникнет. Вот мы оперируем, человек, когда проецирует события в будущем, он, скажем так, берет за основу свое текущее состояние, свое восприятие мира, свои потребности и свое видение. И что-то мне сильно подсказывает, если действительно реализуется то, о чем сейчас идет массовая прокачка новостей, и действительно, то есть курс доллара станет
там 150, 200, 250, 300 рублей за доллар, я такого не исключаю, такое может быть. Но реальность, которая наступит в связи с этим, я думаю, она уже просто сама по себе сделает так, что людям будет совершенно не до того, какой курс доллара сегодня и какой курс доллара завтра. С моей точки зрения, вот привычный для нас мир, в котором мы сейчас живем, он закончится тогда, когда будет пройдено 120-125 рублей за доллар. Вот если эта линия будет пройдена, пойдут такие изменения, что будет не до курса. Но это мое субъективное мнение. Опять же, как бы текущие цены на нефть с учетом долларовой инфляции, по моим прикидкам, по моим расчетам, они соответствуют тому, что курс доллара США должен быть где-то в районе 82, ну не более 86 рублей за доллар. И поэтому именно цифра, которая она краеугольная для курса доллара, она является 86. Вот пробитие 86 на объеме будет говорить о том, что условия они существенно поменялись. Условия существенно поменялись. Это будет продолжаться где-то до 120, до 120 рублей за доллар, если такой процесс пойдет. Дальше уже будет другая реальность. И дальше уже, я думаю, большинство людей не будет столь сильно волновать, какой курс доллара будет завтра или послезавтра. Также бытует определенное заблуждение, которое связано с тем, что американцы начали печатать деньги, и поэтому доллар будет обесцениваться. Но смотрите, американцы уже печатают деньги много лет. Весь остальной мир принимает их деньги, которые они печатают, фактически бумагу. Бумага эта, она базируется только на вере в Америку, американскую экономику, которую кое-как со скрипом поддерживают авиаударные авианосные группы США. Но военная мощь в данном случае она второстепенна. Первостепенно это американский потребитель, который бесконечно берет кредиты, который бесконечно залезает в долги, который крутится как белка в колесе. И сейчас этот круг вращения, он был прерван. Он был прерван тем, что всех посадили на карантин. Очень большой вопрос, как этот круг будет восстановлен. Потому что этот круг, он основа американской экономики, а американская экономика – основа современного мира. И поэтому, если он не будет восстановлен, то возможны любые варианты. Если он будет восстановлен, то мы вернемся к немножко видоизмененному миру, который был ранее. Касательно того, что американцы напечатали много денег, и поэтому доллар будет стоить не дороже туалетной бумаги, это полная чушь с моей точки зрения. Потому что на текущий момент американский доллар – это основное платежное средство и мировая резервная валюта. Если доллар превратится в туалетную бумагу, то все резервы и накопления, по крайней мере большая их часть, превратятся в туалетную бумагу. Действующий механизм американской эмиссии, он напрямую экспортирует инфляцию в другие страны, особенно в менее развитые. И поэтому, если будет падать покупательская способность доллара из-за того, что его напечатали в той или иной форме много, это приведет, но только в первый момент времени, когда все загорлопанят о том, что долларов напечатали много, это действительно приведет к ослаблению доллара против других валют. Но это будет только первый момент. Это будет как небольшой отход волны в море перед цунами. И последующее цунами приведет к тому, что все остальные валюты они будут резко падать к доллару. И евро, и иена, и рубль, и паунд британский, и все остальное. Вопрос только, когда это произойдет. Вот сейчас то, что мы с вами видим по движению курса рубля-доллар, мы можем здесь сделать наиболее вероятный вывод, что текущего укрепления рубля вот на этот уровень, оно непонятно, будет или не будет. И вопрос, когда оно будет. Текущая реальность такова, что при таких ценах на нефть без движения 37-40 и выше, мы, скорее всего, в ближайшее время осуществим транспортинг вот сюда вот. То есть выше 73 и, соответственно, движение закрытием вот этой цели и торговлю вот в этом диапазоне. Когда это будет? Я думаю, в ближайшие 1-2 недели. То, что мы здесь наблюдали, это, по-видимому, был комплекс причин. Первый комплекс причин – это действия ЦБ, которые пока продолжались и сейчас продолжаются по продаже валюты. Это то, что, судя по всему, меняли валюту Норильский никель и Новатэк, где все новости
прожужжаны о том, что им надо платить дивиденды. Я думаю, как раз вот в этом диапазоне именно эта операция по конвертации 1,1 миллиарда долларов, она и была проделана. Думаю, с очень высокой степенью вероятности. Сейчас на текущий момент у нас по традиции наступает конец месяца. Конец месяца – это так называемое окончание налогового периода после 25 числа. И поэтому здесь есть все основания для того, чтобы нам подняться на следующей неделе выше 73 и торговля где-то вот в этом диапазоне, я думаю, будет в начале недели. Касательно тех событий, которые могут произойти 24 июня, 28 июля и так далее. Я думаю, они с очень высокой степенью вероятности приведут к ослаблению рубля. Но я не думаю, что это ослабление, оно будет больше 86. Но даже если будет пробито 86, я думаю, верхняя планка это 110-126. Движение, если выше 126, 130 произойдет, то это приведет к тому, что наступит новая реальность, которая будет крайне сурова. На текущий момент, мне кажется, никто к этому не готов. Но я не исключаю, что такое событие оно может произойти, и это будет осенью или в следующем году. Я надеюсь, до этого не дойдет, и я все-таки рассчитываю на то, что мы, может быть, и получим определенное ослабление рубля, но оно будет ограничено разумной цифрой 86. Вот. Поэтому мы с вами всю эту ситуацию смотрим, держим руку на пульсе, как и что происходит. Что касается следующей недели, я думаю, если нефть не уходит 37+, то мы вот возвращаемся сюда вот на 73, потом отрабатываем вот эти ближайшие цели. До момента проведения так называемого референдума навряд ли дойдут уйти выше 75-76, если только нефть не уйдет на 15, что в текущих реалиях маловероятно. Поэтому мы эту неделю, скорее всего, закроем, где-то вот, наверное, не более 73, а скорее всего это будет диапазон 72,5, 71,7, где-то вот здесь вот. И на следующей неделе начнем постепенно, я так думаю, переползать за эту демаркационную линию. Опять же, движение по пробою 70,6, оно возможно. Но сейчас, я думаю, все текущие силы, кроме как цены на нефть, они исчерпаны. И поэтому я бы сейчас на это не делал ставку, кроме тех случаев, когда мы увидим резкий задерг по нефти. Но вот видите, если мы часовой таймфрейм смотрим по доллару-рублю, рубль-доллар tomorrow, что мы видим? Ну, с утра вот отстрелили на фоне негатива и начала баданий Китая и США. Потом все-таки пошел откат, видимо, еще как бы валюту не всю распродали, не полностью закупились рублями. И поэтому вот до этого момента мы, скорее всего, и будем где-то двигаться вот в районе этого диапазона. Здесь вот сейчас произошел локальный разворот. Ближайшая цель на сегодня с вероятностью 80% это вот сюда вот. Я думаю, сюда вот мы обязательно сходим в самое ближайшее время. Далее, в зависимости от развития ситуации, если здесь пойдет рост объемов, то наиболее вероятный сценарий это тестирование на пробой вот этого значения. И в случае пробоя этого значения, как на крепостную стену, будем забираться на 72,5. Вот сейчас в данном случае это стал ключевой уровень. Ранее был 73, он немножко сместился. Я так подозреваю, это связано с притоком капитала, псевдоиностранного капитала и конвертацией валюты в дивиденды рублевые. Вот. И поэтому я думаю, вот сегодня мы будем в этой области сосредоточены, отработаем эту цель. Если пойдет рост объема, сходим на пробой, вот эту цель. Ну и может быть в идеале вот сюда вот подтянемся. С учетом того, какое здесь было движение, ну, наверное, маловероятно, что мы сегодня все-таки возьмем вот этот вот оранжевый сигнал. Скорее всего, все-таки закрытие, оно где-то будет либо здесь, а еще более вероятно, вот где-то в этом диапазоне. Если сейчас нефть начнет чудить и расти, что маловероятно по своей сути, то, конечно, мы увидим возврат вот сюда вот. Но в текущих реалиях повторный штурм и пробитие вот этого значения, я думаю, маловероятен. То есть, если только нефть выстрелит, тогда мы увидим движение сюда и ниже. Пока, как бы, я думаю, игра основная сделана. Сначала всех стращали, что полетим сразу на 80.
и выше. Ну, там 80 стукнули, отлетели. Потом всех стращали, даже, по-моему, на 8,6. На 8,6, да, то есть была масса новостей, что пойдет движение на 86 и далее. И действительно, если бы нефть пошла, закрепилась ниже 20 и 15, то текущая реальность была бы 82 плюс. Поскольку этого не произошло, мы получили вот такое движение и возможность подешевле закупиться. Так, я думаю, что вот на сегодня пойдем сюда. Пробой вот этого значения, уход вот сюда вот. Вероятность пробоя сегодня и на следующей неделе без движения сильного вверх по нефти, вот этого значения, я думаю, крайне мала. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow котировка. Здесь у нас складывается движение по отработке вот этой вот цели. Евро, конечно, послабее выглядит к доллару. И поэтому здесь все-таки вероятность того, что мы увидим пробитие данного значения и движение по отработке первой цели вот этой и последующей цели вот этой, она все-таки есть, и движение вниз по ослаблению евро к рублю, она все-таки побольше, чем в случае рубль-доллар. Но тем не менее, сейчас вот сформировалось движение, цель которого сходить вот сюда вот и закрыть эту цель. Если эта цель успешно закрывается, здесь начинает расти объем, то следующая цель, которую мы увидим сегодня или в понедельник, это движение по пробитию вот этого уровня. Если здесь происходит пробитие роста объема, то у нас есть стратегическая мишень, которая должна быть прострелена. Это вот здесь вот. Соответственно, движение к этой цели, оно приведет к тому, что евро, скорее всего, продолжит укрепляться. Эта цель будет промежуточная. И отсюда последует дальнейшее движение, у которого цель первая вот здесь вот, и потом далее 80,5. Итак, результируя и по доллару, и по евро сейчас больше вероятность укрепления, но при текущей нефти, скорее всего, укрепление не будет носить взрывоопасный характер. Скорее всего, оно будет более или менее ровным и плавным. Но на следующей неделе, в понедельник, во вторник, если мы не увидим существенного роста цены на нефть на 37-39, то возможно и далее, и даже более вероятно, что движение по ослаблению рубля и укреплению евро и доллара к рублю, оно станет более энергичным, и мы по евро-рубль увидим отработку вот этой вот цели и, возможно, даже движение вот сюда вот. Вот, пока текущий сценарий сегодня заход сюда и стоп вот где-то здесь, в этом диапазоне. Все, друзья, спасибо за внимание.